Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как приготовить простые шоколадные ПП-оладьи со сладкой сливочной начинкой. В Японии похожий десерт называется дораяки. В них мало муки и много белка. Они получаются очень мягкие и вкусные. Нам понадобится 70 грамм творога. Творог можно взять любой, выбирайте на свой вкус. Я выбираю нежирный, с высоким содержанием белка. Для таких десертов также желательно, чтобы творог был не жесткий, тогда блендер сможет измельчить его без крупинок. Перекладываем творог в блендер. Сюда же добавляем 90 грамм йогурта. Тщательно измельчаем эту массу до максимальной однородности. Желательно добиться такой консистенции, чтобы не осталось комочков. Теперь добавляем сюда все остальные ингредиенты. 30 грамм муки, у меня это мука зеленой гречки, но можно использовать любую цельнозерновую. И 10 грамм какао. Если хотите получить не шоколадные оладьи, то возьмите просто 40 грамм муки. Если хотите снизить углеводы, то замените часть муки протеином. Лучше всего здесь подойдет соевый изолят. Сюда же добавляем 3 яйца, 1/3 чайной ложки соды и 5 грамм подсластителя. Соединяем все ингредиенты с помощью блендера. Получается однородное тесто средней густоты. Сковороду смазываем маслом, либо используем антипригарную. Выкладываем тесто на хорошо разогретую сковороду. Мне удобно прямо из блендера наливать тесто. Выпекать такие оладьи лучше на слабом или среднем огне, смотря какой у вас нагрев. Тесто с творогом в составе легко подгорает, если огонь слишком сильный. Поэтому я готовлю на слабом. С одной стороны я их готовлю около 3 минут. Переворачиваю. И буквально минуту-полторы с другой стороны. Их не стоит готовить слишком долго, чтобы не пересушить. Оладьи готовы. Начинка здесь может быть любая: творожная, шоколадная, фруктовая. Я сделаю простой крем из рикотты со сливочным вкусом. Для этого я использую 100 грамм рикотты. Добавляю к ней 6 грамм сухого молока и 3 грамма подсластителя. Перемешиваем все ингредиенты с помощью блендера до однородности. Консистенция крема здесь не важна. Но хорошо, если он не будет жидкий, тогда он не будет вытекать из оладьев. Просто выкладываем крем на одну половинку и накрываем второй. Немного прижимаем. Также поступаем со всеми остальными оладьями. Получился простой и вкусный десерт. Мягкие шоколадные оладьи, сладкий сливочный крем. Вместе это очень вкусно. Пока оладьи только что приготовлены, крем в них жидковат. Но если оставить их в закрытом контейнере в холодильнике на несколько часов, то крем немного загустеет и часть влаги отдаст оладьям. Благодаря этому их будет чуть удобнее есть, крем не будет расплющиваться и вылазить по краям. Давайте разрежем один. Пока у меня крем не загустел, я режу очень аккуратно, чтобы не расплющить его. Вот такой получается разрез. Простые и аппетитные пирожные в японском стиле. ПП-вариант дораяки. Радуйте родных и близких полезными десертами и получайте удовольствие от каждого кусочка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Хорошего вам дня!